Привет всем хорошим людям, добро пожаловать к нам на канал Custom Truck. Позади меня УАЗ Патриот, который я недавно приобрел по низу рынка. Мы его уже с Лешей 2 дня очищаем, отмываем, но машина 2019 года, однако для УАЗа, я так понимаю, это уже большой-большой жизненный опыт. Вот, чуть попозже я познакомлю вас с нашим УАЗиком. Давно мне хотелось попробовать, что это за техника. Наверняка многие из вас будут там писать, что это хлам и т.д. и т.п. Но, как обычно, пока на своих ошибках не научишься, ни к чему не придешь. Мы все знаем, что нужно учиться на чужом опыте, но учимся всегда все равно на своем. Жду в комментариях людей, которые понимают, шарят в этой технике. Возможно, нам что-то подскажут, чего мы не знаем. Но сейчас у нас предстоит достаточно большая работа по приведению его в порядок, потому что я планирую его эксплуатировать. Вот. И насколько зайдет мне эта техника, увидим в ближайшее время. Эта машина планируется как машина такая для работы, помощник нам здесь на территории, куда-то съездить за запчастями, по делам. Вот такого плана машина. Давайте расскажу в 2 словах. Покажу вам маленький обзор этой машины, что и как, чтобы вы понимали, что мы вообще приобрели. Принимайте нашего чувака, мы его отполировали, попросили вчера нашего соседа Вана, он нам отполировал. Вот такой аппарат, много нюансов, типа вот бамперок. Вот по внешке, лобовик у него родной, пробег у машины 85 тысяч. Вот, но эксплуатация у него была очень серьезная. Здесь мы отмывали уже, очищали все. Копошились здесь с Лешей, точнее в основном Леша всю делал работу. Но ему нравится такого плана работа. Вот такой у нас УАЗик. Красавчик. Потолок, как ни странно, выжил. Задний отсек очень страшненький. Вот, но это рабочая машина. Это нормально, я считаю. Снизу он немножко ржавенький. Вот, но он весь в грязи. Нам еще предстоит большая работа по очистке его от этой всей грязи. Вот так он выглядит снизу. Такой УАЗик у нас. Также разбита крестовина карданного вала. Я сразу хотел спросить, неужели вот за 80 тысяч пробега, это якобы оригинальный пробег, у УАЗика уже нужно менять крестовины? Ну, мне кажется, они должны ходить там 1150. А ты как думаешь, Леш? Ну, хотя бы 100 минимум. Ну да, что такое крестовина? Она... Ну, не знаю, может быть это нормально. В общем... Делитесь вашим опытом эксплуатации такой техники. Ну, мне пока нравится, честно. То есть, вот смотрю его. Ну, нужно подделать немного. Вот здесь пластик оторвался, чуть-чуть сидушечка порвалась. Ну, это мы сделаем, чтобы это все выглядело аккуратно. Вот, внутри он такой неплохой. Вот такая тачка. Посмотрим. Эксплуатация, как говорится, покажет. Самое важное сейчас нам разобраться с Прагой. Нам нужно вытащить форсунки, нам нужно убрать воду из мотора, наверняка она там есть. Так что в первую очередь занимаемся этими делами. Ну и параллельно хотим покрасить заднюю крышку в УАЗике, потому что она там немножко была помята. Так что готовим наш новый такой мини-проект. Но это более машина, скажем так, для работы. Вот, патрола, скорее всего, я буду продавать в ближайшее время и будем гонять на УАЗике. Вот, такого плана решение. Оно спорное, но, скажем так, покупал я машину у знакомого, поэтому была возможность ее купить. Я решил, что нужно брать. Вот. Ну, хотелось попробовать УАЗика. Давно у меня не было. Мы начинали с УАЗиков, ЛУАЗов, всего этого. Ну вот, это уже современная техника. Посмотрим, как она мне зайдет. Вот такое у нас новшество на канале. Не могу назвать это проектом, но тачка прикольная. Попробуем поэксплуатировать ее, что с этого выйдет. Как тут наша Прага? Мы ее отмыли. Все хорошо. Сейчас нужно будет выкручивать форсунки и... Ой, болотом воняет. И разбираться, смотреть, что там и как.
Уже осень, друзья, скоро зима, поэтому самое время поменять автомобиль. Если у вас в планах покупка нового автомобиля, то обязательно покупайте через бесплатный сайт autospot.ru, потому что на этом сайте есть практически все марки автомобилей. Вы обязательно найдете что-то на свой вкус. На Автоспот собраны все предложения от официальных дилеров, а самое главное, что вы сможете посмотреть, какая скидка вас ждет при покупке в кредит, трейд-ин или за наличные. Вы наверняка слышали, что автомобильный рынок сейчас стоит на месте, поэтому дилеры делают очень большие скидки. Не забывайте сравнивать цены в разных городах, ведь скидка в соседнем городе может быть на 100 тысяч больше. А чтобы скидки всегда были под рукой, скачивайте бесплатное мобильное приложение Автоспот, в котором вы точно так же можете выбирать себе новый автомобиль, сравнивать цены и скидки, записываться на техническое обслуживание вашего автомобиля, кстати, тоже со скидкой. Максимально удобно, в 2 клика и всегда под рукой. Мобильное приложение обязательно рекомендую к скачиванию. Ну а ссылку на Автоспот я оставил в описании, проходите и пользуйтесь, а мы продолжаем готовить Прагу к мега-оффроуду. Начнем мы с того, что вынем форсунки, потом посмотрим воду в масле и после этого попробуем опять покрутить. Так, у нас здесь 12, да? Форсунки здесь извлекаются легко, потому что сидят просто в конусе, вот в таком заводском. Его достаточно будет просто почистить, можно ставить обратно. Так, еще одна осталась. Пойдем смотреть, что там по маслу у нас. Форсунки я извлек. Теперь нужно посмотреть, что у нас с воздушным фильтром. Ау! Ну ничего страшного, сейчас перезвоню. Здесь у нас масло с водой, полный фильтр, и это плохо. Но внутри у нас здесь болото. Ужас. Сейчас посмотрим, что у нас по маслу. Если там вода там есть, то сливаем воду. Ну, воды почти нету там. Офигеть. Это не смешно нифига. Абсолютно не смешно. Все еще не смешно. Сливаем масло, зальем свежее. Все, заливаем новое масло. И сейчас будем проворачивать и пробовать, как Прага себя поведет. Так. Все. Масло уровень. Щуп у Праги закручивается. Видите, вот так закручиваешь его и все. Вода не попадает сюда. Все, можно крутить стартером. Клемму я одел. Нейтралка.
Офигеть! Вот это я испугался, я даже не ожидал такого. Офигеть, блин. Это жуть. Вот это там компрессия. Такого я ни разу еще не видел. Везде вода, да? Такой был удар, это ужас какой-то. Я испугался. Меня техникой напугать страшно, ну я испугался, честно. Это вообще что-то с чем-то было. Леша, он даже услышал, прибежал. Но самое главное, что он проворачивается. Это уже хорошо. Ну, попробуем сейчас. С потолка все скапает. Еще здесь возьму сейчас воздух, наверное, продую все. Офигеть. Главное, что солярка брызгает с форсунок. Все там, все отлично. С трубок на форсунке. Ну что, я хочу вам сказать. Сейчас будем запускать наш аппарат. Еще чуть-чуть прочмыхаю. Из глушителя выливается вода. Тоже там, видимо, он полный. Сварщик профессиональный заварил все, что даже ничего не вытекло из глушака. Я как врач-хирург с помощью специнструмента. Салфетка, зажим. Вычищаю колодцы эти немножко. Не совсем удобно. Не совсем удобно, но надо, потому что там грязь. Вот совсем другое дело. Сейчас почищу все колодцы и будем закидывать форсунки. Я тоже уже почистил, протер. Будем закидывать. Параллельно с оживлением Праги оживляем и наш УАЗ. Сняли задний борт. Он лежит вот там. Я его уже подшпатлевал. Сейчас зачищаю. Здесь, кроме ржавчины, еще присутствовало очень много вмятин. Но вот потихоньку сейчас будем их убирать. Ну, по возможности. Мы не профессионалы в кузовных работах. Хотя, как я не раз уже говорил, что в этих восстановлениях техники всегда ты должен быть и специалистом-кузовщиком, и покрасчиком, и сварщиком, и всем-всем-всем, кем только возможно. Сейчас Леша приедет, подзачистит, ну а я же буду собирать дальше Прагу. Запуск Праги после утопления. Скрестили пальцы и надеемся на успех. Леша, пшикай. Нет, так ты ж пшикай в колено. Давай, давай. Запускаю. Воздух в системе сейчас заведем. Работает! Ура! Слышишь, Лёш? Она после утопления начала хорошо на газ отзываться. Смотри! Как настоящий дизельный автомобиль. Вот чего ей не хватало. Утопление. Солярой камеру залила.
работает. Прага ожила, и это очень хорошая новость. Сейчас она поработает буквально немножко, там минут 15-20, и в принципе она снова готова к эксплуатации. Это очень классный автомобиль, и он дарит эмоции, какие-то необычные. Он ужасно некрасивый, но в то же время какой-то интересный. Не знаю, как объяснить мои эмоции. И очень классно, что все обошлось. Коль Прага работает нормально, 2 дня я не спал, нужно пробовать покорить болото. Эта машина способна на покорение, и я думаю, пока у нас есть на ней колеса, мы должны попробовать это сделать. Такая у нас задача. Но перед этим обязательно нужно хорошенько загидроизолировать. Поэтому убираем воздушный фильтр, сюда вставляем напрямую наш шноркель. Вот, единственное, здесь сейчас попытаюсь сделать, чтобы у нас было куда деваться картерным газом. Планирую использовать вот этот вот глушитель зиловский. Сейчас отрежу его, как раз у нас будет выход для картерных газов. Вот, подсоединим. Поэтому наша сейчас задача выпилить сюда уголок. Еще нужно будет загидроизолировать как-то пробку. К сожалению, пробки нет у меня. Но остальное вроде должно быть нормально. Еще бы хотелось, конечно, снять вот этот вот ремушок. Ну, посмотрим, пока не знаю. По вашим многочисленным советам под предыдущей серией с Прагой мы решили открутить ей задний хвост, дабы чуть-чуть укоротить раму. Пилить пока что я боюсь уже, потому что вы написали 1000 километров там комментариев, что нельзя пилить Прагу, такую эксклюзивную машину. К сожалению, восстановить ее невозможно, потому что она, ну, в печальном состоянии. И у нее, кроме того, что не хватает вот так вот, кажется, внешне, но и внутри ничего нету. Ни стеклоподъемников, ни приборов, ничего нету. То есть, ну, нету смысла ее восстанавливать в идеал. Поэтому у нас будет, я думаю, со временем поставим ей крылья оригинальные. Мы их не распилили, как многие подумали. Вот. И все-таки приведем ее в хороший вид, но пока что хочется испытать эту машину прямо вот в боевых условиях. Тем более, что в прошлый раз она показала себя очень хорошо, выезжая прямо из-под воды. Так что откручиваем хвост и надеемся на успех. Скручивай эту голову, я в шоке. Стой. Да этот болт, наверное, ну-ка стукни. Ну. Может он так держать? Да, он держит. Держится. Может еще там что-то держит? Не, вот это плохо. О, бляха, это она держала. Не ждал, что такое выйдет. Мы почти готовы, друзья. Зацепили трос. Вот сразу на кабину туда. Здесь замотали за раму и будем сейчас выдвигаться. Чем это закончится, пока непонятно, но нужно это болото преодолеть по-любому. Так что будем пробовать. Болото наше выглядит устрашающе. Высокие камыши, огромная глубина. Но мы готовы. Юра пошел на позицию занимать туда, чтобы вам снять красивые кадры. Решили мы еще перед стартом снять ремень на охлаждение воздушное, поскольку он дополнительное сопротивление здесь создает и сильно гонит траву туда, куда не надо. Поэтому решили снять. Я думаю, охлаждения ей хватит временного, а там потом будет видно.
знаю, надо, наверное, вытягивать. А передок работает? Наверное. Но это газпол, она не работает как надо. Надо был Monster Max, чтобы оперативно вытащить, а мы его не взяли. Да я все равно газом заглохну. Газку, братан. Все. Что-то пошло не так. Может и правда передка какого не было. Да вроде же я проверял, задом сдавал, он буксовал. Буксовал? Ну как-то кажется мало. Ну как мало? Вон нормально заехали. Надо было задом пробить сначала. Все-таки, ну, не совсем правильная тактика. Леша прилетел на Монстре Максе, пробуем вытащиться. Идет, 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 медленно, но идет. Монстр Макс сражается. Все, пошла. Вон что она не тянула, блин, она на кардан все намотала. Вот это что ли искрило? Так, в результате блокировки у нас не работают, блин. И возможно, намотала на карданы вот этого всего, и она не смогла уже ехать. Возможно. Еще, скорее всего, у тебя начал буксовать клеммы. Ну, колеса ж типа буксовали. Ну, под водой, может, да, буксовало. Да как оно не будет буксовать, Леш? Тут на кардане он, блин, метр этой всей чачи. Так, пробую завести. Ну да. Бесполезно, надо тащить опять на базу. Я почему-то думал, что она переедет. Видимо, я ошибся.
двигатель в Праге начал проворачиваться, но вот здесь у нас большая проблема в поддоне. Поддон полный воды. Ладно, сейчас возьмем канистру, чтобы здесь не засорять окружающую среду. И сольем. Пока что счет 2-0. Ну, совсем непонятно, откуда может быть столько много воды. То есть опять полный мотор. Где-то мы что-то не защищаем или что, я не пойму. Нет, какая-то... Сколько она там постояла, блин, а набрался опять полный мотор. Может, где-то еще что-то есть. Да поставь, пусть льется. Мимо льется. Слили мы порядка 60 литров примерно. Сейчас хотим пролить солярочкой все, но, наверное, мы больше не поедем. Нету смысла гробить Прагу. Нам нужен плавающий вездеход. Так что, если есть спонсоры-производители плавающих вездеходов, можете нам подарить. Мы с удовольствием примем. И попробуем испытать в болоте. Но там глубина, видимо, еще дальше больше. И просто Прага уперлась уже в новую колею. Не в ту, которую мы пробили, а именно в новую. Вот, поэтому сейчас реанимируем Прагу, отмываем. И, наверное, пока что это все. Так что, наверное, все-таки победило болото, надо это признать. Решили мы больше не мучить Прагу. Сейчас только снимем, кто кого перетянет. Monster Max или Прага. Леша ставит на Monster Max, а я надеюсь, что Прага. Юра, а ты что думаешь, кто перетянет? Monster Max или Прага? Все зависит от того, в какой я машине буду за рулем. Нет. Да. Сейчас поставим ремушок, будем пробовать. Мама, мы с друзьями все мокрые. Прага очень хорошо себя показала, я считаю, это успех. Я думал, Monster Max чуть полегче, но что ты думаешь, Леша? Не может он. Ты наравне. Наравне, да. Нет, У Праги чуть-чуть преимущество, потому что она вниз стоит. Но, тем не менее, если там включить вторую какую-нибудь... Еще есть спущенных колес не забывай. Нет, так у тебя тоже спущенные колеса, не забывай. Магнитик. Ветрено, не знаю, что мы тут отсняли, но я все-таки, видишь, блин, Прага тоже пушка. Она тоже может делать вещи. Но пока что она будет отдыхать. Если у кого-то из вас есть интерес купить эту машину, то обращайтесь. Я думаю, мы договоримся, потому что
Не уверен я, что она стоит моих трудов и моего времени, потому что мы и так ей уделили очень много времени. Ну, тачка интересная. И неубиваемая, как выяснилось, потому что мы утопили ее уже второй раз, и она просто запускается и поехала. Но прежде чем мы начнем снимать колеса, я хотел бы похвастаться вот таким подарком от компании Makita, которая нам прислала в помощь этого зверя. Машина просто невероятная, с подсветкой LED. Леша уже попробовал, говорит, вообще не чувствует. По характеристикам я посмотрел, вроде 4000 у него ньютонов. Ну, аппарат. Команде Makita огромная благодарность за то, что не забывают нас и всегда поддерживают. Просто вещь, которая нас будет выручать теперь всегда. И вот как раз очередной момент, когда нам нужна помощь этого аппарата. Здесь можно любую просто вот так вот их бомбить и все. Головки здесь дюймовые, большие. Это она уже стоит на месте? Да, это все. Прага превратилась в спортивный болид. Видите, с выносом четким, как на Т-40 что-то смахивает. Сейчас наша задача загнать ее туда в самый конец. А как мне там заглушить ее, Леша? Сцепление не... Упрется в забор и заглохнет? Я сяду с тобой и закрою ему фильтр. Ого. Ты думаешь? Да. Давай попробуем. Смотри, я фраза не еду. Еще нам нужно слить с редукторов смазку, потому что там может быть вода. Обязательно перед зимой это сделаем. Ну что, друзья, Прага будет жить здесь. Я не знаю, интересный, достаточно своеобразный проект. Как-то и бросать его не хочется, но и продолжение не совсем понятно. Хотя и ободрыши лежат. Нужно делать сцепление, явно. С этим проблема, потому что явно оно буксует. Ну а теперь уже его вообще нет. На этом все. Всем огромное спасибо, кто выдержал всю эту вакханалию до конца. Но, вы знаете, я, если честно, думал, что болото она переедет. Я почему-то был уверен. Либо там у нас внизу, когда мы занырнули, начало буксовать сцепление, как вариант, и она перестала ехать достойно. Ну, плюс вот с блокировками тоже. Вот здесь они все включились. В общем, вот эта система пружины, это неправильно, потому что не всегда ее хватает усилия. Она выскакивает, и проще выскочить. Вот надо все-таки делать эту оригинальную, и тогда все будет работать четко и уверенно. Вот, поэтому, не знаю, в любом случае, огромное всем спасибо, что вы были с нами. Огромное всем отдельное спасибо за поддержку наших спонсоров, также за нашу поддержку на Boosty. Если у вас есть желание, то обязательно заходите в описание, подписывайтесь и поддерживайте нас. Таким образом будете получать доступ к редкому контенту. Каждые 2-3 дня я что-то снимаю, что у нас происходит в гараже. Все. Вам я желаю, чтобы на вашем жизненном пути встречались только хорошие люди. Всех благ, крепчайшего здоровья и всем пока.